Да, это была щука. Ой-ой-ой-ой. Есть. Еще разок. Какой же ж кайф. Вот она не выдержала. Друзья, всем привет, я Алексей, канал Календарь Рыболова. Сегодня снова рыбалка. Зрители, которые смотрят мой канал регулярно, знают, что две предыдущие рыбалки были абсолютно без рыбы. И не то что без рыбы, а вообще даже без единой поклевочки. Как думаете, сегодня будет то же самое? Или я все-таки сдвинусь с мертвой точки и уйду от ноля? Есть места, где на моторе не пройдешь. Очень много травы, мелко. Мотор будет цепляться лопастями о дно. Все, практически остановился. Придется идти туда в траву. Там менее сильное течение, и на веслах проходить этот участок. Здесь не каждая лодка с бензиновым мотором пройдет. Такое количество травы, тем более вот такой нитчатой, сразу намотаются на винт. Это только если у вас есть водомет. Первый сложный участок прошли. Впереди еще несколько, но уже можно включить мотор. Сложно сказать, с чем связано такое бесклевье, но есть надежда, что может быть это из-за того, что вода была очень мутная. Раньше я, конечно, думал, что чем прозрачнее вода, тем щука будет хуже клевать, потому как будет понимать, что это искусственные приманки, а не настоящая рыбка. Но, скорее всего, это не так. Она на инстинктах все равно атакует и железные блесна. Конечно, на щучий жор я не рассчитываю, но хотя бы одну-две щучки поймать было бы для меня уже большим удовольствием. Друзья, на прошлой рыбалке мы немного поговорили на разные темы, и в этот раз в комментариях вы задали еще больше вопросов. Я их выписал, сейчас озвучу некоторые и попытаюсь в течение рыбалки на них дать ответы. Первый вопрос, просьба: как устроена ваша солнечная зарядка, как заряжаются мои аккумуляторы от солнечной панели. Расскажу об этом чуть позже. Дальше. Расскажи, где в основном трудился для заработка и что для тебя эффективно. Следующее. Не платишь налоги, нечего тебе делать в больнице, нечего учиться детям твоим в школе. И полицию не вызывай, если у тебя что-то случится. Вот такой комментарий. Дальше. Лентяй, тунеядец, бездельник. Вот такое. Дальше. На что ты живешь, на какие доходы? Ага. Налоги не платишь, а государство тебя защищает. И пенсию будешь получать. Вот так. Ладно, расскажу все по порядку в течение рыбалки. Только что переехал корягу. Вроде все цело, прямо днищем лодки про это. И похоже, что намотал на винт чью-то плетенку. Дома разберу, посмотрю, что там намоталось. Не будем засорять водоем, а дома утилизируем. Ну что, заваривайте себе чаек, кофеек, и начнем с первого вопроса о моей солнечной зарядке. У меня имеется вот такой литий-железофосфатный аккумулятор емкостью 100 ампер-часов, 1280 ватт-часов. Это означает, что если я подключу на него нагрузку 1280 ватт, то он проработает в течение часа. Вот такие вот у него возможности.
Солнечная панель 410 Вт. Для того, чтобы подружить 12-вольтовый аккумулятор с 24-вольтовой панелью, желательно иметь контроллер заряда МППТ, который сможет взять всю мощность батареи и направить ее на зарядку аккумулятора. У меня же такого контроллера нет. Хотя раньше я думал, что он все-таки есть, потому как на нем написано МППТ, но на самом деле он совсем не МППТ, а обычный шим-контроллер. В общем, получается так. Солнечная панель выдает, ну, предположим, 10 ампер тока, а контроллер отправляет на зарядку аккумулятора всего 5. Поэтому, конечно, лучше использовать МППТ-контроллер, который будет отдавать полностью весь ток заряда. Вот, ну как-то так. Как смог. От этого аккумулятора я могу запитать роутеры, какое-то 12-вольтовое освещение, тот же ноутбук. Я сделал несколько зарядных специальных, купил на Алиэкспрессе специальные платки, которые могут заряжать мои аккумуляторы для пил, могут заряжать телефоны, понятно, ноутбук. В общем, постепенно я наращиваю объемы альтернативного электричества, и я думаю, что они мне пригодятся в новой лесной избушке. Ух ты, камыш прямо раздвинулся, и кто-то вышел оттуда. Надеюсь, он за моим воблером. Это, конечно, могла быть черепаха или какая-нибудь выдра. Но хочется верить, что это щука. Да, это была щука. Какой кайф. Вот, брата, на мелкободье. Вот это удовольствие. Не крупная, конечно, но и не шнурочек. Ай-яй-яй-яй-яй. Винт. Надо поднять. О, пусть идет туда подальше. За самый краешек держится, зараза. Я уже не огорчусь, если она убежит. Такое удовольствие получил от вываживания, от поклевки. Какой кайф. Держится на одном тройничочке за самый краешек. И готовится прыгнуть сейчас. Да. Я, как обычно, без подсака. Вот она. Вот такая вот рыбка. Вот такая красота. Так. Обычно я готовлю сразу и кукан, и инструменты. Но сейчас уже, вот видите, еле держалась. Сейчас уже использую все рыболовные приметы. Думаю, как знаете, как садок нельзя опускать раньше времени в воду до поимки рыбы. Так может быть и с куканом, поэтому я его в этот раз не разворачивал. Вот. Ну, вот, получается, сработало. Палец мне пробило. Все, спокойней. Блин, всю лодку так закровлю. Вот это я замечал, что от щучьих зубов у меня было такое. Влупила меня, ну там крупная щука была.
где-то ударила меня вот здесь, пробила насквозь, ну там, что там, не знаю, вены или артерии, что там есть. Но кровь брызгала прямо вот так струйкой из руки. И пробила ее насквозь, получается, что внутрь тоже кровь выходила и надула такую здоровенную гематому, как боксерская перчатка у меня рука была. Вот. Я раньше считал, что щука не стайная рыба, что если ты поймал в каком-то месте, то, скорее всего, там стоит лишь одна. Потому что они, ну, как бы друг друга отгоняют, у каждого свои охотничьи угодья. Но потом убедился, что это вовсе не так. Довольно часто было, что с одного места ловил несколько щук. А однажды было просто с одной точки, с небольшой вот такой вот, прямо вот в одну точку бросал, поймал 6 щук. Поэтому теперь там, где я вытянул рыбу, обязательно бросаю еще несколько раз. Потому как это раззадоривает ее, как их, ну, в общем, остальных щук. Они видят, что что-то там происходит, что охота. И тоже становятся активными. Хороший воблерок, очень мне нравится, но почему-то я на нем не поменял тройники. Я хотя бы понял, что она стоит сейчас прямо в камыше. Вылазит так, что как поросенок, что... Ух ты, вон она была. Что прямо камыш трясется. Так, давай-ка. Испугалась, наверное, меня. Еще разок. Зараза, была поклевка. Там очень-очень мелко, поэтому, чтобы воблер не зашел в траву, он плавающий, нужно делать большие паузы, чтобы он всплывал. И вот на паузе она тюкнула. Но не засеклась. Перелет. Опа. Хорошо, хоть крючки тупые не цепляются за камыш. Вот она не выдержала. Сошла. Зараза. Хорошая. Какой кайф. Какое удовольствие получаю спустя столько рыбалок с нулевым. Ай, блин. Не люблю использовать воблеры с 3 крючками. Тяжело ее потом рыбу снимать. И часто могут быть травмы. Когда щука вот так начинает крутиться, можно запросто засадить тройник себе в руку. Так, ну,
Бывает, конечно, даже после того, как щука побывала на крючке, она может повторить в порыве азарта охоты, повторить атаку. Даже вот так вот прямо вы видите, это в нескольких метрах от лодки. Ой-ой-ой-ой-ой. Есть! Еще разок. Какой же ж кайф. Вы сами видите, в 2 метрах от лодки я точно так же взялась. Ай-яй-яй, тихо. Вот такая вот рыбулька хорошая. Отдай. Ну, отдай вовремя-то. Все в пиявках. Ну выплюнь же. О, палец опять кровит. Так. Ничего себе. Буду идти задним ходом, чтобы щуку на кукане не намотала на винт. Бакланы, как вороны на дереве сидят. Эмоции от поимки 2 красавиц щук потихоньку отступают. Буду продолжать отвечать на ваши вопросы. Следующий вопрос. Где ты в основном трудился для заработка? Начал я трудиться в 90-х годах. У моего дядьки. Дядька открыл фирму. Начали открываться кооперативы. Вот он открыл столярную фирму. Делали там дубовые двери, а изначально делали бронированные двери. В основном для бандюков, которые в 90-е успели заработать себе большие капиталы, ну, если можно назвать это словом, заработали. И им стали необходимы в том числе и бронированные двери, чтобы сохранять свои капиталы. И мой дядька быстро сориентировался, организовал такой кооператив по изготовлению одних из первых бронированных дверей. И я тоже участвовал, так сказать, в их создании. Изначально я точил такие пробочки, заглушечки для декоративного оформления этих дверей. Филенки дерева прикручивались уже к металлической двери. И вот этими пробочками, которые я вот на токарном станке по дереву закрывались саморезы. Это была моя первая работа. Ну и за каждую такую пробочку-пимпочку мне платили сколько-то копеек. Их можно было выточить там определенное количество, но у меня не было плана какого-то определенного. Я их мог точить при желании сколько угодно, впрок, про запас. Мне оплачивали как бы каждую эту пробочку. А мог наоборот полдня проработать и смыться по своим молодым делам. Вот, так как был еще токарь, который меня учил точить, он всегда мог их, точить вместо меня. Вот так начиналась моя работа. Потом я помогал заносить эти бронированные двери. Подъем на этаж стоил отдельных денег, и я вот помогал вот так вот в заносах. Причем деньги немалые были.
Потом уже был помощником и в установке, в резке фурнитуры. Все это дело осваивал. И в итоге уже самостоятельно начал работать в установке столярных изделий. В основном дорогих, потому как ориентировались на сегмент выше среднего по заработку людей. Вот. С одной стороны, неплохо было по деньгам, с другой стороны, довольно сложно с такими людьми было работать. Но меня устраивал свободный график, можно сказать, потому что я заработал сколько мне нужно денег, поехал на рыбалку или по другим каким-то развлекательным моментам на тот момент интересовавших меня. Вот. Всегда мог договориться с начальством о отпуске, там мог в принципе всегда получить деньги авансом. В общем, на льготных таких условиях я работал. Вот. Все это было примерно аж до 2010 года, наверное. В 2010 году там были периодические кризисы какие-то, когда с работой были напряженки. Но это не важно. В общем, в 2010 году я уехал на заработки во Францию. И до 2012 года там я проработал. Вот. Потом вернулся домой. Потом у нас сделали безвиз. И я периодически ездил уже по безвизу. Так, по 3 месяца. По-разному бывало и задерживался. В основном я сильно долго не любил. Если честно, когда я там пробыл 2 года, я начал понимать, что мне там чересчур начинает нравиться. И я могу там остаться навсегда. А мне этого не хотелось. Я как-то психанул, купил билет и вернулся домой. Вот. Хотя мог бы продолжать там и работать, и мог бы себе уже и документы какие-то делать. Вот. Но вот так получилось, что на родину сильно тянула ностальгия. Вот. В общем, вот так вот по работе. Работал я вплоть до 21 года, так, за границей. Сейчас, на данный момент, мой единственный заработок – это монетизация YouTube. Это совсем небольшие деньги. Начинал я все вот эти вот YouTube каналы. Жил там, были какие-то сбережения еще с заработков. Сейчас уже исключительно то, что можно заработать в YouTube. Есть поклевочка. Ух ты, резвая какая. А-тя-тя-тя-тя. Размер у всех примерно одинаковый. Так, ну все, набегалась. Давай на ту сторону. А тут ты со своими подругами перепутаешься. Ух ты. Тихо. Знаем мы такие фокусы ваши. Укусите. И потом что делать мне? Так палец болит. Укусила, теперь забрасывать мне неудобно. Смотри, какая противная. Щучка.
принципе, рыбы-то мне уже более чем достаточно. Но половить еще очень хочется. Попробую поменять приманки, разловить те, которые считаю, что должны ловить. Попробую еще и на силикон. Но рыбу уже брать не буду. Тут что вы? На силикон люблю ловить, потому что на нем не так много тройников и меньше шансов травмироваться. Ну вот, наконец-то распогодилось, солнышко вышло. До этого думал уже сворачиваться и идти в сторону дома, потому что, ну, замерз, холодно было. Сейчас потеплее. Следующий вопрос, а точнее даже не вопрос, а такое гневное высказывание. Не платишь налоги, значит, нефиг тебе ходить в больницу, дети, чтоб в школе твои не учились. И нападут на тебя бандиты, в полицию тоже не смей обращаться. Примерно так. Что я по этому поводу думаю? Во-первых, налоги с нас снимают где только можно. Снимают с зарплаты, снимают с работодателя, как за каждого рабочего. Потом налоги при покупке хлеба, чего угодно. За каждую покупку оплачиваете налог на добавленную стоимость. Причем не пойму, я какое имею отношение к этому НДСу, когда там это должен платить продавец или, ну, в смысле, хозяин, кто это перепродает. Короче говоря, налоги они, поверьте, соберут со всех разными способами. Во-вторых, больница, милиция, полиция, что там, школы. Это же все бесплатно, да? Ну, в больнице вы давно были? Понятно, лекарства, все купи, медсестре заплати, там за палату заплати, что там, МРТ, любые анализы, все это платное. В общем, сами вы прекрасно все это знаете. То есть, если бы я бы платил налоги и зарабатывал бы официально, если бы действительно все было так, как обещается. То же самое школа, там, на ремонт класса сдай, на полы покрасить, на краску дай, на шторы. Там и тоже все прекрасно знают, у кого там дети учились, сами кто учится там. Учителю на день рождения, директору на день рождения, заучу на выпускной и так далее. Короче говоря, с ментами, ну, то же самое. Единственный раз я обратился, нужно было найти человечка, самостоятельно никак не получалось. Вот. Пока не заплатил, никакого эффекта не было. Только денежку дал, сразу кому надо, пакетик на голову одели, сразу вся информация поступила, человечек нашелся, все в порядке. В общем, вот мое мнение, отношение по поводу всего этого, что вы мне написали. Ну что ж, мы выяснили, что щука сегодня активна в камыше и в береговой зоне. Интересно, будет ли она клевать на открытом пространстве, на более глубоких местах. Попробую немного потроллить. Так, еще пишут: лентяй, тунеядец, бездельник. Полностью с вами согласен. Именно так щуки буянят. Спокойней. Все верно, это все про меня. Но я считаю,
Так что человек должен найти свою работу, которая будет ему в удовольствие, которая будет совпадать с его хобби и приносить какой-то доход для того, чтобы можно было обеспечить все свои жизненные потребности. Конечно, это далеко не у всех получается. У меня тоже это пока только частично выходит. Но я, в общем-то, всегда к этому стремился и продолжаю. Вот еще вопрос. На что ты живешь, на какие доходы? Я, по-моему, уже ответил сегодня, что на данный момент я живу исключительно на монетизацию канала, YouTube канала. Других пока доходов, заработков у меня нет. Вот такой еще комментарий. Налоги не платишь, а государство тебя защищает, и еще и пенсию будешь получать. Сложно на это что-то ответить. Не переживайте за пенсию, на нее я не претендую. Трудового стажа у меня официального практически нет, поэтому моя пенсия — это монетизация канала с YouTube. Поэтому не переживайте, ваши денежки останутся при вас, а свои я самостоятельно заработаю. И снова комментарий про налоги. Говорят, не платишь налоги, а это все идет на электроэнергию, то есть на ГЭС, все, что делается для добычи угля, нефти, газа, там, ну, вы поняли, всех этих даров природы, или как это там уже называется, забыл, ископаемых природных, которые принадлежат народу. Мол, если не заплатишь, то их не сможет, государство добывать без твоих налогов. А ты, мол, говоришь, что это должно быть тебе бесплатно, ведь люди ж работают, добывают все это, за это нужно платить. Я как бы с этим и не спорю. Вот. И в конце еще написано, мол, ты вот много там электроэнергии выработал, построил ГЭС. Я бы с большим удовольствием, мне это было бы очень интересно, но это же все запрещается. Что ГЭС где-то на речке поставить, как раньше ставили эти колеса водяные. Вот. Что там, дров тех же в лесу собирать, и то запрещают. Вот. В общем, все это сложные моменты. Я вот сейчас зарекаюсь, что больше на все эти политические вопросы и комментарии отвечать я ни разу не буду. Потому что, во-первых, не люблю политику, не люблю политиков. Обижайтесь, не обижайтесь. На комментарии, связанные с политикой, отвечать больше не буду. Давайте лучше перейдем к нашей стройке Галина-Чурки. Она продвигается. Я вот снова был с Юрием. Мы установили, что еще одно окно, крышу подшаманили, чтобы все нормально было, чтобы не протекало. Вот. Собираемся вот на днях снова в очередной поход. Будем продолжать строительство. А вот комментарий уже приятный. Не относится никак ни к политике, ни к тунеядству моему. Комментарий о том, что я упомянул, что я не очень люблю рыбу. И мне написали, если не любите рыбу, то вот попробуйте этот рецепт и измените свое отношение к рыбе. Я прочитал, а там рецепт котлет рыбных. Я аж немного рассмеялся, потому как я, из-за этого, наверное, и не сильно люблю рыбу, потому что не люблю именно рыбные котлеты. Я, в принципе, котлеты и блюда из фарша, понятно, что я их и ем, но это не мои блюда топ, которые я там люблю.
Вот. Поэтому от рыбных котлет больше рыбу я не полюблю. Мне больше нравилась жареная такая плотвичка с корочкой. Вот это мне нравилось. Но так как я сейчас стараюсь придерживаться полезного питания, то сильно жареное, зажаренное вообще не употребляю. Да и в принципе я уже, наверное, забыл, когда я что-то жареное ел. Это только когда с Юрой мы там на землянке, и картошку он поджарил, мясо поджарил. Ну, это уже такое исключение. На природе иногда, я думаю, можно. А в остальное время, ну, когда я самостоятельно, то могу себе приготовить без масла и без жарки. Вот такие вот дела. Ну что, друзья, рыбалкой очень доволен. Рыбка порадовала. Такие поклевки. Именно не рыбалка, а охота на щуку. Когда ее нужно выследить, найти, аккуратно подойти и добыть. С большим удовольствием провел сегодняшний день. Прохладно, правда, надо в следующий раз одеваться, утепляться. На этом с вами прощаюсь. Всем мира, здоровья и добра. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.